Дорогие друзья, рада приветствовать вас всех на своем канале Волшебный мир Таро. Сегодня давайте сделаем с вами общий расклад на 3 позиции. Посмотрим мысли, чувства и действия загаданного человека в отношении вас. Первая, вторая, третья позиция. Загадывайте своих людей или троих, одного или нескольких. И начнем смотреть. Итак, первая позиция. Что думает о вас, о ваших отношениях загаданный вами человек? Смотрите, здесь у кого-то могут отыграться люди из прошлого, да, возможно, думает о какой-то женщине из прошлого, отношения с которой он еще не отпустил. Но у человека есть к вам чувства, и у вас с ним много общего. Либо достаточно большой отрезок пути вы прошли вместе, либо у вас очень много общих точек соприкосновения, и он думает о том, что с вами можно отношения развивать, двигаться дальше. Но пока к принятию каких-то важных решений он не готов, а только обдумывает план действий. И смотрите, да, здесь, скорее всего, у многих треугольники отыграются, и для того, чтобы идти дальше, нужно с чем-то расстаться. Здесь потери неизбежны. Но торопиться человек не хочет, он хочет как следует все взвесить, обдумать и только потом принимать какие-то решения. Но решение должно быть принято, он это понимает. Здесь вот невозможно треугольники в плане дальнейших развитий, да, то есть если сейчас есть третьи лица, то потом должны они уйти. Вот эту бывшую женщину ему нужно отпустить, он это понимает. Но это не обойдется без потерь. Поэтому он здесь не совсем торопится. Возможно, финансовые моменты есть, которые требует каких-то жертв, да, то есть если он расстается прямо сейчас, он теряет в финансах, да, то есть он финансово может зависим быть от той барышни, либо есть какие-то общие дела и обязанности перед ней. Да, совершенно верно. Верховная жрица, тайные отношения, кого-то скрывает, что-то скрывает, но готов к новому началу с вами, ждет, когда же можно будет это новое начало осуществить. Что чувствует по отношению к вам загаданный человек? Вы знаете, чувствую его к вам стабильно. Может жадничать, может их не показывать, может не проявлять, но чувство к вам есть. Ему с вами спокойно, хорошо, гармонично. Чувствует страсть, очень сильно сексуально вы его привлекаете. Но в настоящий момент все-таки вот эту вот барышню, он как будто бы, вот конкретно ее у него в чувствах не вижу, но как будто бы вот свои чувства он сейчас анализирует, пытается понять, что же у него в эмоциях, да, что же у него на сердце. Может ставить на паузу, да, вот какие-то свои эмоции. Но чувство здесь есть, здесь туз кубков, это вот прям любовь, эмоции в вашу сторону. Ревность очень сильно ревнует. И здесь, знаете, какой момент? Старается успокоиться, да, старается вот этим эмоциям излишним не поддаваться для того, чтобы те решения, которые он принимает, были правильными, чтобы потом не жалеть о содеянном. Что настроен делать, как будет действовать? Пока в ограничениях, пока есть обязанности, пока есть моменты, которые его останавливают. Но действия будут, он ждет шанса. Обязательно проявится, придет либо с подарком, либо с каким-то предложением очень хорошим, очень интересным, которое вас порадует. В настоящий момент ему нужно преодолеть вот эти вот препятствия, ограничения. Это вот именно те моменты, которые связаны вот с прошлой барышней, с мечевой королевой, с женщиной из прошлого. Настроен на вас, очень настроен. Ваши отношения могут привести к стабильности, к стабильным, очень хорошим таким отношениям, да, вот которые, да, которые наполнены любовью, которые наполнены благополучием, которые наполнены гармонией.
обязательно придете на новый уровень, обязательно здесь будет хорошее развитие, даст он вам стабильность. Важно уметь подождать и принять все те его старания, все те усилия, которые он прикладывает для того, чтобы ваши отношения вот именно были такими, какими он хотел бы. А хочет он, ну-ка давайте посмотрим, каких, ну стабильных, естественно. Пока до конца не определился, но здесь нужно преграды преодолевать. Хочет он с вами гармоничного союза, хочет быть с вами. Здесь есть мысли на этот счет, но опять же преграды, границы. Сейчас, на сегодняшний день, ему важно, чтобы вы его понимали, чтобы вы позволили ему завершить то, что нужно завершить, чтобы вы не форсировали события. И семьи хочет. Хочет семьи, здесь действительно будет эта семья. Умейте подождать, умейте здраво посмотреть на то, что происходит. Не нужно давления, не нужно недоверия, не нужно скептики. Здесь человек настроен однозначно на вас. Все, что он делает на благо ваших отношений сейчас, это действительно так. И вам стоит благоразумно относиться к происходящему, поэтому умейте ждать, умейте принимать, умейте отличать одно от другого. Да? Зерна от плевел, мух от котлет. Благодарю, первая позиция, у вас все прекрасно. Благодарю всех за просмотр. Идем к двоечкам. Что же ваш загаданный человек думает на сегодняшний день о вас, о ваших взаимоотношениях? Каковы его мысли? Обижается. Обижается, сердится, злится. Злится не просто так, может ревновать. Считает, что что-то идет не так. Вы знаете, считает, что он прав. Он прав, не правы вы. Есть какая-то нересурсность, неопределенность. Смотрите, хочет быть победителем. А почему он обижается на вас? Почему обижается? Почему обижается на вас? Разрушение какое-то. Смотрите, здесь, возможно, вам нужно что-то разрушить, от чего-то отказаться и идти дальше, а вы стоите на месте. Здесь вам нужно что-то оставить. Возможно, это те отношения, в которых вы сейчас находитесь. Здесь треугольник может быть со стороны женщины, да, со стороны того человека, который смотрит этот расклад. Здесь вам нужно от чего-то отказываться. Либо это прежние отношения, либо он просит вас оставить работу, ту, которая его не устраивает, либо здесь вот какие-то моменты, которые нужно все, от которых нужно уходить, а вы здесь вперед не идете. Причем это разрушение может быть связано с финансовыми потерями, опять же. Вы на это не готовы, не согласны. И здесь он старается убедить вас в том, что он вам советует правильно. Не правы вы. И его позиция такова, что будет либо по-моему, либо никак. Но быть с вами он хочет. Дальше идти с вами он хочет. Что чувствует по отношению к вам? Сердится, разгневили человека. Разгневили, рассердили. Пустота. Вы знаете, есть страсть, есть эмоции по отношению к вам, есть желание доказать вам то, что прими мою точку зрения, я тебе плохого не советую, у нас все будет хорошо, почему ты мне не подчиняешься? Здесь человек вот такой вот прям вот я говорю, ты слушаешь, будет либо по-моему, либо никак. И для того, чтобы вам... Да, быть с ним в гармонии, вам нужно принять его точку зрения, потому что изначально-то он стремится дать вам стабильность, он стремится дать вам вот это благополучие, вот этот мир, комфорт, выходить с вами в новую жизнь, рожать детей, вступать в брак, да, куда-то ехать, к чему-то стремиться, дальше и дальше вот к новым берегам, к новым вершинам. А вы как будто бы цепляетесь за то, что у вас есть, и не хотите этих перемен, вы к ним не готовы. Но он вам пытается доказать обратное. Верь мне, доверяй мне, и тогда все будет хорошо. Что будет делать, товарищ? Боится вас потерять очень. Боится вас потерять.
каких-то резких шагов в вашу сторону делать не будет. Возможно, у него тут тоже, скорее всего, есть какие-то ограничения, в первую очередь связаны с тем, что он не хочет вас терять, поэтому сильно нагнетать обстановку он не будет. Сильно он, так скажем, прессовать вас не будет, потому что любит, но свои условия он вам выдвинет, свои требования он вам предъявит, скажет: выбирай. Скорее всего, придет к вам с двумя решениями, скажет: вот я тебе предлагаю вот так и вот так, выбирай либо этот вариант, но будем делать так, как я сказал. Возможно, на время возьмет паузу. Возможно, на время возьмет паузу, но в это время не перестает он вас любить. Эта пауза нужна ему для того, чтобы поупрямиться, чтобы показать, что, знаешь, принимай мою точку зрения. Но потерять вас очень боится, потерять вас не хочет. Давайте посмотрим, к чему приведут ваши отношения. Император возьмет, предложит вам руку сердца, возьмет за вас ответственность, будут здесь семейные отношения стабильные. Но смотрите, здесь какие-то страхи, они не отпускают человека. И вот эти страхи, они могут немножечко затягивать. Вот эти страхи, если они вам свойственны, да, ваши страхи, соответственно, вы тормозите процесс. Если свойственный человек, он здесь такое ощущение, что страхи и с его, и с вашей стороны, он боится вас терять. Вы боитесь рушить то, что у вас есть, да, потому что здесь по справедливости, но это, скорее всего, третьи лица, это вот развод и расставание с прежними людьми, опять же, вот уход, либо вот работу здесь нужно оставить, да, вот что-то разрушить, надо от чего-то уйти. У кого-то из вас это, скорее всего, у вас. Но расклад общий, опять же, у всех по-своему проиграется. Здесь вот что-то нужно разрушать и идти уже в новые отношения. Терять человек вас однозначно не хочет. И вот эти вот страхи, которые в вас и в нем присутствуют, они являются, ну, так скажем, тормозом. Они являются тем препятствием, которые затормаживают развитие. Но здесь развитие все равно будет. Здесь в итоге карта император, карта законного супруга, тройка мечей. Возможно, через переживание, да, здесь будет с кем-то расставание, здесь одни отношения нужно разрушить и пойти в другие, иначе вас так и будет преследовать вот эта ревность, вот эти вот треугольники, разбитые сердца и все прочее. Принимайте позицию мужчины, слушайте то, что он вам говорит, принимайте его условия, и все тогда будет хорошо, потому что терять вас человек здесь не хочет. Благодарю, двоечки. Идем к третьей позиции. Мысли, чувства и действия загаданного человека по отношению к вам. Итак, что думает о ваших отношениях загаданный человек? Очень много за вами наблюдает. Очень много за вами наблюдает. Хочет с вами развития. Карта мира, это, знаете, вот новый цикл, движение во что-то новое, но здесь опять же что-то нужно разрушить. Здесь опять кто-то не свободен, скорее всего, либо здесь вот нужно кардинально что-то менять, вот оставлять прежнюю жизнь, идти в новый формат отношений, и человек наблюдает за тем, что подойдете вы ему, либо не подойдете, оценивает, проверяет обстановку, прощупывает почву для того, чтобы убедиться в том, что да, вы ему подходите. Король Пентаклей. Вы знаете, любит вас человек, дороги вы ему очень. Вы его солнышко, вы его счастье. Рядом с вами он чувствует себя, знаете, вот стабильным. Без вас крокодил не ловится, не растет кокос, ничего не получается. Но его мысли о вас таковы, что именно с вами
он чувствует любовь. Именно с вами он ощущает тепло и счастье. Без вас ему холодно. А вот когда вы рядом, когда он рядом с вами, ему удача сопутствует, ему все хорошо, у него все получается, у него и финансы складываются, и работа идет, и все планы реализовываются. Вы для него как талисман. Таковы чувства по отношению к вам. Смотрите, во-первых, у многих может отыграться соперница, да, здесь мужчина может пребывать в состоянии выбора, наблюдать за вами и за кем-то еще оценивать, вот вы это та, кто ему нужен, потому что вы действительно дарите ему то, что нужно, или вы же вот все-таки вот та барышня другая, которая тоже к нему чувства проявляет, но к вам очень сильные чувства. К вам очень сильное физическое влечение, чувства ваши взаимные, очень сильно вас ревнует и понимает, что ваши отношения, да, вот это взаимодействие ваше, оно его наполняет. Вы ему даете то, чего ему не хватает, а он вам дает то, что не хватает вам. Еще что чувствует? Чувства очень стабильные, может жадничать. Смотрите, боится проявлять эти чувства. Чувств очень много, но из-за того, что он пока не принял решение, вы или не вы, он может эти чувства держать в себе. Хотя взаимность здесь очень сильная, притяжение здесь к вам очень сильное. Здесь может не проявлять то, что вот у него внутри, только по причине страха. По причине того, что он не уверен в том, что дальше он с вами пойдет, что дальше будет разрушено то, что мешает, и будет выход на новый уровень. А что истина-то в душе? Карта повешенной, вот он сейчас занимается анализом своих чувств. Карта Луна – это неопределенность. До конца не поймет, что же это за наваждение, почему же вы его так околдовали. Вы его счастливый шанс. С вами все хорошо, но сможете ли вы дать ему дальше, давать вот дальше то, что ему так нужно, или же все-таки лучше вот та девочка, которая, та женщина, которая к нему проявляется. Здесь неопределенность, осознание того, что вы ему нужны, но очень много страхов, которые вносят в сумбур в его сознание, в его чувства. А что делать будет, товарищ? Пока наблюдать. Пока наблюдать, но смотрите, наблюдение здесь будет длиться не очень долго. После того, как он понаблюдает за вами, да, он, скорее всего, придет к выбору в вашу пользу, поймет, что вот эта вот девочка, которая является, ну, так скажем, вашей соперницей потенциальной, никакая она вам не соперница, и отношения развивать с вами можно, но здесь, опять же, отношения будут развиваться по его сценарию. Вот он скажет, вот я тебе выставляю такие условия, а ты, если хочешь со мной быть, то ты эти условия, пожалуйста, прими. Но любовь проявлять тоже будет, чувство проявлять тоже будет. И готов вам дать стабильность, потому что на самом деле вас очень ценит. Пока не вижу, стабильность будет в формате неопределенности. Смотрите, как тут интересно. Отношения будут стабильными, наполненными любовью, но здесь пока без предложения руки и сердца. Будете любимой, будете желанной, ненаглядной, но пока не супругой. И смотрите, возможно, будет какое-то время продолжаться общение вот с той барышней, ну, знаете, так одним глазом будет подглядывать вот за той, которую он отодвинул, да, выбрал вас, но все-таки за той как будто бы подглядывает. И это нужно ему для того, чтобы ему убедиться, да, я все-таки сделал правильно, я вот сделал правильный выбор, и со мной сейчас та девочка, та женщина, которая вот именно должна быть. Будет вас завоевывать, стараться двигаться дальше.
опять же, будет по его сценарию все. Такой властитель-диктатор, так скажем. Но вот эта его диктатура будет очень мягкой. Будет она такая, знаете, вам приятная, когда он ведущий в ваших отношениях, и вы даже готовы ему подчиняться, вы даже готовы его правила игры принимать. Опять карта влюбленные, смотрите, да, все-таки будет какое-то время за той барышней, за соперницей еще наблюдать, но здесь выбор в вашу пользу. Смотрите, так, вам самое главное не допускать ошибок, вам самое главное не делать так, чтобы человек усомнился в правильности своего решения, потому что, смотрите, если здесь будут разногласия, если здесь будет игра не по его сценарию, если он вдруг заскучает, то есть риск того, что он отдалится и вот к этой сопернице, так скажем, пойдет для того, чтобы получить то, что от вас он недополучает, для того, чтобы с ней попробовать поиграть по своим правилам. Но в итоге все равно здесь вы мудро себя ведете, здесь вы получаете статус императрицы. Здесь даже если он вас сравнит, да, вот в какой-то момент времени, если вы поведете себя так, как ему не понравится, и он попробует какие-то шаги в сторону соперницы сделать, он все равно поймет, что вы выигрываете по всем параметрам карты императрицы. Он еще раз убеждается в том, что вы и только вы это тот человек, который нужен. Шестерка кубков, возвращение, возобновление отношений. Поэтому постарайтесь, чтобы он все-таки не уходил сравнивать вас с соперницей. Сделайте так, чтобы изначально у вас все строилось хорошо. Поймите, что вы с ним боретесь за одно. Не нужно тянуть одеяло на себя. Цель у вас одна. И здесь его правила игры лучше принять, потому что игрок он отменный, игрок он отличный. И победу здесь он одержит. Здесь он знает, на какие точки нажать, как надавить. Поэтому принимайте эти правила игры, и быть вам здесь императрицей однозначно. Благодарю троечек за просмотр. Буду рада вашим лайкам, подпискам и комментариям. Пишите, пожалуйста, как у кого отыгрывается расклад. Благодарю абсолютно всех за просмотр. До встречи в новых видео.